В этом ролике я покажу простой способ, при помощи которого можно очистить без особых усилий очень грязный инструмент. Фактически старые убитые шпатели будут как новые из магазина. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В моем проекте ремонт в новостройке от А до Я уже, в принципе, прошли все черновые работы. И поэтому я решил сделать одну важную вещь, а именно привести в порядок все шпатели. Вообще у меня есть две категории инструмента. Инструмент, который всегда абсолютно чистый, и инструмент, который предназначен для черновых работ, на который я периодически забиваю, и, соответственно, он может быть грязный. Я знаю, что сейчас начнут писать домашние эксперты, диванные эксперты, что инструмент надо мыть и все такое, инструмент у мастера не должен быть грязный. И все на эту тему. На самом деле, не всегда удается содержать инструмент в чистоте. Хотя бы потому, что тут еще зависит от того, с каким раствором вы работаете. Если вы работаете с полимерной шпатлевкой, то независимо, помыли вы шпатель, не помыли, потом помыли, а забыли, оставили, устали, не помыли. То есть любые варианты, эта шпатлевка, она всегда на любом этапе 100% отмывается со шпателей. Вот шпатель со шпатлевкой недельной давности. Без каких-либо усилий шпатель отмылся. Причем, что если инструмент просто замочить в воде, то вот можно пальцами все это будет поснимать, и все будет чистое. А вот если вы работаете с гипсовой штукатуркой, с клеями плиточными, какими-то непонятными составами типа гидроизоляции, то образуется вот такая вот гипсовая пленка, которая въедается в металл. И если вы шпатель будете мыть, допустим, каждые 2 часа, то да, ничего не будет. Но если стоит вот буквально полдня его не помыть, образуется сверху пленка, и она с каждым днем все больше, больше и больше. А так как вы трете друг об друга шпатель, металл царапается, и вот в эти царапины, микроскопические царапины, попадает гипсовая штукатурка, и образуется вот такая вот пленка. Так же просто, как полимерную шпатлевку, гипсовую штукатурку у вас отмыть не получится. Оттереть можно, но это будет просто физическое удаление. То есть не растворение материала, а просто физически вы сможете содрать этот материал со шпателя. А если это цементный состав, то, соответственно, и физически будет его содрать тяжело. Не всегда есть возможность этот шпатель вовремя помыть, потому что когда у вас стоит выбор, сохнет, допустим, схватывается стена и вам ее нужно подрезать, то, конечно же, вы бросите этот грязный шпатель и пойдете подрезать стену. И забудете то, что его нужно помыть. Поэтому не всегда, даже у хороших мастеров, инструмент весь чистый. Как я уже говорил, у меня есть категория инструмента, на который я могу с чистой совестью забить. Потому что этот инструмент, эти шпатели, они уже кривые, косые и предназначены чисто для выполнения черновой работы. Поэтому я сейчас вам покажу, как вот эти убитые, абсолютно грязные шпатели привести в порядок нехитрым способом. Друзья, я хочу вам рассказать про международную премию «Лучший кровельщик» от корпорации Технониколь.
В премии могут принимать участие строители как ИЖС, так и ПГС. Есть номинации по кровлям и фундаментам. Победители получают звание лучшего мастера в своем деле, подарки от партнеров и признание в профессиональной сфере. Ознакомиться со списком номинаций и подать заявку можно на сайте премии. Ссылка будет в описании. Если вы кровельщик, то скорее подавайте заявку, участие бесплатное, зарегистрироваться можно до 28 февраля. А если вы не строитель, то знайте, что на сайте компании собраны лучшие подрядчики России, а также ближнего зарубежья. И теперь вы знаете, где искать специалистов для строительства своего дома. Есть два способа, при помощи которых можно почистить этот инструмент. Первый способ. Он тупой, но многие этим способом пользуются. Я его не рекомендую, но тем не менее покажу. Это способ механической очистки. Можно посидеть несколько часов, вот так вот отдирая шпателя. Можно взять обдирочный диск с наждачкой, поставить его на болгарку, и можно почистить шпатель болгаркой. Только сначала нужно перчатки найти. Нашлись. Сами. Фу. Шпатель очищается, но в то же время портится само лезвие, царапается и снимается какой-то слой металла. Тем более, что при таком способе вы не сможете нормально почистить ручку. Просто от болгарки она испортится. Не рекомендую этот способ, но просто показываю. Второй способ, который я рекомендую, химический. Замочить инструмент в легкой кислоте, оставить его на сутки, и через сутки кислота разъест весь раствор, и инструмент станет чистым. Его останется только слегка помыть щеткой или тряпкой. Самое простое, что можно найти, это лимонная кислота. Стоит она копейки, 3 этих мешочка стоили 3 белорусских рубля. Это примерно 100 российских рублей. Ну, практически бесплатно. Что нам еще понадобится? Емкость, куда влазит самый длинный инструмент, чтобы он покрывался раствором кислоты и воды. Емкость не обязательно может быть чистой, потому что грязная емкость дополнительно отмоется от раствора кислоты. Еще нам понадобится кипяток. Кипяток ускорит процесс разрушения. Закидываю в мерный стакан кислоту, чтобы ее растворить в воде. Она у меня уже немножко закристаллизовалась от сырости. Заливаю воду. Чем-то надо перемешать. Перемешиваю раствор маленьким венчиком. У меня это универсальная штуковина. Смотрите, реакция пошла, шипит. Лимоном пахнет. И все это заливаем водой.
Раскладываю инструмент таким образом, чтобы налить как можно меньше воды, для того, чтобы была больше концентрация лимонной кислоты. Так, все, реакция пошла, идут пузырьки. Это все я накрываю пенопластом до завтра. На следующий день я приехал на объект, прошло где-то примерно 14 часов, и сейчас посмотрим, что у нас произошло с инструментом. Вообще, чем больше вы держите инструмент в растворе кислоты, тем лучше. Перчаточки обязательно берем. Для 14 часов неплохой результат, но лучше, конечно, инструмент держать в растворе сутки или даже больше. Сейчас щеткой снимаем остатки хлопьев. Оно все, в принципе, разлазится. Все слазит. Снимаю остатки раствора и промываю инструмент. Как с магазина. Шпатели, которые не отмылись, я еще оставил на 1 день в кислоте. Ну вот, все слезло. Все, даже клей плиточный. Такие блестящие. Какой у меня получился результат? В принципе, все шпатели отмылись. Они стали, как новенькие. Хуже отмывается цементный раствор, даже не цементный, а современно цементно-полимерный. Вот эти вот клея, которые предназначены для фасадов, на которые я приклеивал сетку. Вот на одной гладилке даже некоторые места не отмылись. Надо или потереть хорошо, или механически счистить. А так, в принципе, способ рабочий, я рекомендую. Затраты небольшие, единственное, что надо какую-то емкость, чтобы влезали самые длинные предметы. Если брать такие вот штуки типа правила, то такое правило можно замочить в кислоте при помощи пожарного рукава. Можно взять пожарный рукав, налить туда кислоту, засунуть в правило и размочить. Но я не вижу смысла отмывать правило. Почему? Потому что правило — это расходный материал, его можно просто выкинуть и купить новое. Поэтому я такой способ не использую. Самый длинный у меня предмет был — это вот такая гладилка. Если брать шпатели для механизированного нанесения шпатлевки длинные, то они от полимерной шпатлевки отмываются и так очень легко. Весь результат очистки инструмента перед вами на столе. В предыдущих 2 работах, которые я делал в своем проекте, а именно штукатурка откосов и шпатлевка стены и потолка под покраску, я не выкладывал сметы на работу и материалы. Пришло время, я все посчитал. Кому интересно, можете ознакомиться с цифрами.
Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!